В начале 2013 года, если не ошибаюсь, это был февраль месяц, в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о том, что в городе Копейске Челябинской области, в колонии номер 6, начался бунт осужденных, которые находились в этой колонии. Ну, вот так средства массовой информации это называли, именно словом «бунт». Вот. Как мы потом установили, это все-таки, наверное, был не совсем бунт, но действительно было массовое коллективное выступление осужденных. Группа осужденных забралась на такую вышку своеобразную. То есть это не вышка охраны, это вышка технологическая, которая использовалась для отгрузки сырья. И с этой вышки, значит, демонстрировали такие самодельные транспаранты, надписи на простынях: «Помогите, нас убивают, у нас вымогают деньги, нас пытают». Вот. Ну и после этого там в течение буквально суток к колонии подъехало достаточно большое количество родственников. Там, наверное, десятки, может быть, даже около сотни человек. Колония была окружена спецназом, ОМОНом ГУВД Челябинской области. ОМОН стал предпринимать какие-то действия по разгону вот этих граждан. Там какие-то друзья, родственники, там не очень понятно, кто это был. Это я сейчас говорю про те публикации, которые были в СМИ. К нам в Совет при президенте в том числе стали поступать сообщения из Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. Честно говоря, даже уже не помню, там, может быть, мы запросили у них комментарии по ситуации. Они нам объяснили, что да, действительно, вот такие события происходят. При этом члены Общественной наблюдательной комиссии не смогли в колонию попасть. И основания, которые им были приведены администрацией колонии, они не соответствовали закону. В колонию пустили почему-то только председателя ОНК, который был бывшим начальником этой колонии, то есть бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, а членов ОНК туда не пропустили. Вот, сославшись при этом вот на такую ситуацию. Но при этом никакого там чрезвычайного положения никто не объявлял. Ну вот, тем не менее. И было принято решение о том, что члены Совета должны выехать на место, разобраться в том, что там, собственно, происходит, провести выездное заседание с привлечением руководителей разных правоохранительных ведомств. Ну, там имеется в виду и прокуратура, и Следственный комитет, безусловно, и прежде всего ГУФСИН по Челябинской области. С нами туда планировали в том числе выезд и сотрудники, руководители даже ФСИН России. Вот. Ну, а у меня тогда, в общем, у меня был некоторый опыт вот таких поездок. Я прекрасно знаю, что в такой ситуации будет представлено две диаметрально противоположных позиции. Будет представлена позиция администрации, само собой, колонии, где будет одно изложение событий, одна версия. Вот. Ну и, наверное, будут какие-то осужденные, их родственники, которые будут представлять совершенно противоположную версию событий. И для того, чтобы в этом разобраться, на самом деле нужно время. Нужны какие-то люди, которые разбираются и в законодательстве, касающемся функционирования пенитенциарных учреждений, и нужны опросы просто участников этих событий, нужно изучение там каких-то документов. И я тогда вот обратился к коллегам по президентскому совету, сказал, что я предлагаю отправить в колонию сначала вот такую экспедицию экспертов,
юристов, которые разберутся в том, что там происходит, представят какой-то материал членам Совета, которые уже приедут и на основании этого материала, воочию, в том числе пообщавшись с людьми, смогут уже как-то более подготовленно, более компетентно в этой ситуации разобраться, провести вот это выездное заседание. И вот, собственно, такое решение было принято. Туда, в Копейск, выехал я и несколько юристов вот из нашей организации, из Комитета по предотвращению пыток и из ассоциации «Агора». То есть это были, в общем, подготовленные юристы, которые там много раз разбирались с подобными конфликтами в разных колониях, в разных регионах России. И мы там где-то, наверное, 5 или 6 суток так достаточно плотно отработали, то есть действительно суток. То есть с перерывами там на 6-часовой сон. Вот, остальное время мы работали внутри колонии. Нужно отдать должное, тогда ГУФСИН Челябинской области нам совершенно не препятствовал в изучении ситуации. И администрация, там, в частности, губернатор Челябинской области нам тоже оказывал содействие, в частности, в привлечении, например, там, гражданских специалистов, медиков, которых мы попросили провести освидетельствование нескольких осужденных. Мы зафиксировали там однозначно неблагополучную ситуацию по нескольким параметрам. В частности, мы приняли более 300 тогда заявлений от осужденных, которые утверждали, что непосредственно к ним применялось насилие сотрудниками администрации, насилие по их, по крайней мере, оценкам незаконное. Вот. Ну и мы действительно, просмотрев эти заявления, то есть если действительно те события, о которых осужденные писали в этих заявлениях, вот именно так развивались, то действительно это было неправомерное, незаконное применение физической силы. То есть это действительно были пытки или там как минимум жестокое обращение. Как-то Европейский суд расценивает. И более того, были жалобы осужденных на то, что они систематически направляют жалобы вот на это незаконное насилие в различные правоохранительные органы, и в прокуратуру, и в органы Следственного комитета. И, как осужденные нам говорили, вот эти жалобы никуда не уходят, то есть они просто не выходят из колонии. В этой части мы убедились в том, что это не так. Жалобы из колонии уходят, прокуратура и Следственный комитет их получает. Другое дело, что, как и во многих подобных случаях, мы потом с этим сталкивались и в Мордовии, и в Карелии, и в Нижегородской области, и в Оренбургской области. То есть это, к сожалению, повсеместно распространенное явление. Прокуратура или Следственный комитет получают эти жалобы осужденных, а затем фактически проверку по этим жалобам, процессуальную проверку, если речь идет о Следственном комитете, или прокурорскую проверку, если речь идет о прокуратуре, фактически проводят оперативные сотрудники самой колонии. И осужденный, естественно, направив жалобу в прокуратуру, но так и не увидев ни одного человека в прокурорской форме, не увидев прокурора, совершенно, в общем, правильно и логично полагает, что с его жалобой никто не работал. Вот, хотя оперативники из колонии, сотрудники ФСИН, они там какие-то бумаги в прокуратуру направили, прокурорский работник по ним какое-то решение принял, или следователь Следственного комитета вынес какое-то постановление там, об отказе в возбуждении уголовного дела. Но это все на самом деле совершенно незаконно. Конечно, проверку должны проводить не сотрудники
действия которых осужденные обжалуют, а действительно сотрудники вот этих ведомств. Вот. Ну, в общем, к сожалению, все у нас вот устроено вот так, с жалобами заключенных. Это, еще раз говорю, происходит не только в Челябинске. Вот. Ну и заключенные, осужденные, в общем, справедливо решают, что никто с их жалобой должным образом не работал, вот, а зачастую приходят вот к такому выводу, что жалоба, наверное, просто вообще из колонии никуда не выходила. Ну, по крайней мере, вот в Челябинской колонии люди считали, заключенные считали именно так. И, ну, кроме жалоб на избиение, на незаконное применение физической силы, насилия, были жалобы на издевательства, пытки осужденных в штрафном изоляторе. Были жалобы на то, что в этот штрафной изолятор осужденных помещают без достаточных оснований. Были жалобы на принуждение к рабскому, неоплачиваемому, либо очень низкооплачиваемому труду, на невыносимые условия труда, на какие-то там не очень понятные схемы, в результате которых, как осужденные полагали, начальник колонии получал мзду, какую-то там незаконную прибыль извлекал вот из этого рабского труда осужденных. Ну и я должен сказать, что вот эта наша проверка показала, что действительно имело место и необоснованное выдворение в ШИЗО, в котором люди могли находиться месяцами. И было очевидно, что сроки содержания в штрафном изоляторе им продлевались по надуманным совершенно основаниям. Было очевидно, совершенно установлено, мы просто видели эти производства, в которых, мягко говоря, не соблюдалась техника безопасности, не соблюдались нормы законодательства о труде, где невозможно было дышать, где были просто опасные условия созданы вот всех этих там процессов рабочих. Мы видели незаконные производства сувенирной продукции, как-то у них называлось. На самом деле там изготавливали настоящее холодное оружие. Было собрано достаточно много документов, которые указывали на признаки того, что имеет место вымогательство в этой колонии. То есть там были схемы, когда условия, в которых осужденный находился в этой колонии, условия его отбывания этого наказания, условия проживания находились в прямой зависимости от того, как часто и сколько его родственники жертвовали денег в эту колонию на улучшение всяких, на выполнение каких-то хозяйственных работ, скажем так. Там сколько денег действительно шло на улучшение бытовых условий, сколько разворовывалось и как это вообще там все осуществлялось. Там должны были разобраться следственные органы. Вот. Но то, что вот это явление имело место быть, то, что у родственников осужденных вымогали деньги, и в зависимости от этого осужденный мог жить хорошо, мог жить плохо, это мы зафиксировали там совершенно четко. Весь этот достаточно солидный материал, в том числе документальный материал, в том числе видеозаписи, которые там были сделаны, мы по результатам уже проведенного заседания выездного президентского совета направили президенту. Президент уже в свою очередь там со своими какими-то
пояснениями направил это в Следственный комитет, на чем президентский совет, к сожалению, работу по этому делу закончил. Вот. Я сейчас вот уже, так сказать, вот задним умом, что называется, спустя почти 4,5 года, понимаю, что это была ошибка, потому что, конечно же, нам нужно было выделить каких-то юристов, которые бы это дело сопровождали дальше, которые бы, наверное, должны были просто включиться в этот уголовный процесс там, в качестве, ну, например, представителей кого-то из осужденных, которые пострадали там, в результате этих нарушений. Вот. И в результате то уголовное дело, которое было возбуждено в отношении начальника колонии, оно закончилось его осуждением, и там, насколько я помню, была в том числе вменена статья злоупотребления должностными полномочиями. То есть он совершал незаконные действия, в том числе по корыстным мотивам. Но начальнику колонии было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. То есть там, если мне память не изменяет, он получил условно, как это у нас называется, остался на свободе таким образом, хотя и был уволен окончательно, безоговорочно, без права восстановления, значит, из системы вот, Федеральной службы исполнения наказаний. И больше этот человек в правоохранительных органах никогда работать уже не сможет. Но вот наказание, тем не менее, было такое вот достаточно мягкое, а в отношении нескольких осужденных, которые, по-видимому, являлись организаторами вот этого выступления, в отношении них, насколько я знаю, были возбуждены уголовные дела, связанные там из дезорганизации работы учреждения и там еще по каким-то основаниям. И защитой этих осужденных занимались и занимаются по сей день там местные правозащитники, челябинские местные юристы. Вот. Ну и что касается, наверное, если всю эту ситуацию вспоминать, вот я и тогда это подчеркивал, выступая в этом выездном заседании президентского совета, там у губернатора Челябинской области. И сейчас еще раз могу повторить, что, безусловно, вот это коллективное выступление осужденных никаким бунтом не являлось, потому что никакие сооружения, имущество колонии не уничтожались, ничего там не ломалось, никого в заложники ни в какие не брали, никаких насильственных действий к сотрудникам администрации не предпринималось. И, собственно, и даже администрация колонии, что тоже важно подчеркнуть, хотя спецназ ФСИН был вызван и находился за периметром колонии там, в состоянии боевой готовности, его в любой момент готовы были ввести в колонию, но тем не менее он в колонию так введен и не был. То есть коллективное выступление действительно было, то есть осужденные собрались там, построились там в определенном месте, отказались выходить на работу, отказались возвращаться в спальные расположения, в отряды. Были определенные требования выдвинуты, и вот, как я уже говорил, группа осужденных, значит, с этими требованиями там на простынях поднялась на вышку, чтобы это демонстрировать, и чтобы люди это видели за забором колонии. Но очевидно, что это не бунт. Вот. И, собственно, через там несколько часов все эти действия были прекращены, но вот осужденные пошли на такой отчаянный шаг, безусловно, нарушив правила внутреннего распорядка, безусловно, нарушив режим содержания в колонии,
Но я считаю, что их действия были оправданными, потому что действительно имело место массовое нарушение закона, имело место нарушение прав человека, и осужденные оправданно полагали, что дальше ограничиваться только написанием каких-то жалоб, заявлений в органы прокуратуры и Следственного комитета совершенно бессмысленно, потому что никакой реакции нет. Более того, они даже полагали, что вообще эти жалобы из колонии не выходят. И у них были основания для этого. И, как мы видим сейчас, то есть ситуация эта все-таки разрешилась, то есть начальника сняли, начальник осужден, ситуация в колонии поменялась. Каким-то, значит, сейчас людям из числа осужденных, по-видимому, приходится за организацию вот этой акции расплачиваться. Я не знаю, я сейчас не берусь говорить, законно их привлекают к уголовной ответственности или незаконно. Подозреваю, что, наверное, действительно с ними таким образом сводят счеты за организацию этого выступления. Собственно, все, что могу вспомнить и рассказать про эту историю 4-летней давности, которая сейчас, к сожалению, в том числе имеет такое продолжение, что каких-то людей привлекают к уголовной ответственности. Еще раз могу сказать, что если сейчас защита этих осужденных, которых привлекают к ответственности, посчитает нужным, чтобы члены президентского совета или те юристы, которые тогда ездили и в качестве экспертов там работали, если нужно будет, чтобы мы приехали и там в суде выступили, то мы это готовы сделать.